Привет! Сегодня разберем один из самый популярный звуковой эффект на сегодняшний день. Его используют настолько часто, что мы уже и не замечаем его. И это хорошо, потому что самый лучший звук — это тот, который становится с картинкой одним целым. В общем, сегодня делаем звук в уши. Нам пригодятся трамвай, носки, телефон и немного особой магии. Здорово. У нас полно дел. Давай за работу. Этот звук обычно применяют, когда хотят обозначить какое-либо движение, падение, полет или просто перемещение. А правильно подобранный вуш помогает нам составить нужное впечатление о скорости, размере, характере движения или даже о материале объекта. И этот звук везде. Его используют в фильмах, мультфильмах, видеоблогах, рекламе. А все потому, что озвученные движения, визуальные эффекты или переходы между сценами становятся ярче и помогают удержать внимание зрителя. Кстати, встречаются еще и другие названия подобных звуков. Свиш, свуш, свип, свайп, свуп, вип, вайп, флайбай, пасбай и так далее. Но по сути ими озвучивают те же самые действия, и, пожалуй, в рамках этого видео я буду называть их одним общим словом вуш. Я покажу 8 способов, как его получить, начиная от самых простых, доступных и бесплатных, и заканчивая комплексными и профессиональными. И первый способ, он же самый простой, скачать. Куча народу раздает в уши просто так бесплатно, или за ваш имейл, или за подписку на канал. И если у вас времени в обрез, этот вариант супер. Но это полная фигня. Как насчет чего повеселее? Но если вам нужен какой-то определенный характер звучания либо скорость, можно делать в уши самому. Итак, способ номер 2 – носки. На что похож вуш? На ветер или свист? И это легко сымитировать дыханием. На телефоне включаем диктофон, берем любой носок и надеваем его на телефон. Теперь дуем в микрофон, изображая ветер. Носок сгладит напор воздуха и поможет избежать искажений. Можно, кстати, еще сымитировать эффект Доплера для большей правдоподобности. То есть мы добавим немного движения и будем изменять высоту тона. Далее закидываем то, что получилось, в любую программу для обработки звука, делаем фейды, немного эффектов по желанию. И все. Вот что получилось у меня. Способ третий. Домашняя утварь. Кстати, вы знали, что утварь — это от слова «творить». Вот это поворот! В сети можно найти много видеороликов, где люди с умными лицами размахивают перед микрофоном всем, что плохо лежит. И мы тоже так попробуем. Тем более, что этим способом реально пользуются на больших студиях. Вот так, например, писали в уши для мультфильма «Кунг-фу панда». Ух ты! В общем, находим дома различные предметы и размахиваем перед диктофоном. Разные предметы звучат по-разному, дают свой окрас. Тонкие предметы звучат резко и высоко, а предметы потолще звучат более плотно и массивно. Далее снова закидываем записи в программу, фейды, эффекты, готово. Способ номер 4. Транспорт. Чем хороши проезжающие мимо машины, автобусы, трамваи, пролетающие самолеты и так далее? В них вшит эффект Доплера, и это прям то, что нужно. И вот что получилось. Способ номер 5. Удары. Возьмите любой удар по барабану, тарелке, или запишите такой удар самостоятельно. Скопируйте его и разверните копию. Совместите так, чтобы не было щелчков. А чтобы звучало побогаче, можно сначала добавить реверберацию, экспортировать то, что получилось, и затем уже разворачивать и совмещать.
Способ шестой. Шум. Как вы уже, наверное, поняли, вуш можно сделать практически из всего. Например, из шума дождя, белого шума или любого продолжительного звука. Тут главное правильно настроить нарастание и затухание. То же самое можно сделать и в любом синтезаторе с помощью нойз-генератора и огибающих, если вы умеете ими пользоваться. Как он? 10 часов подряд, как машина. Способ седьмой. Плагины с эффектом Доплера. Есть, например, отличный старенький плагин, который так и называется – Доплер. Берем любой пэд, атмосферный звук или шум, вешаем на него Доплер и слушаем, что получается, переключая встроенные пресеты. В принципе, даже с их помощью выходит что-то интересное. А можно и подкорректировать параметры. Например, траекторию движения, скорость, панорамирование, питч, реверберацию или даже имитацию потери высоких частот от сопротивления воздуха. Еще есть плагин Doppler Dome. В нем немного меньше функционала, но из плюсов то, что разобраться в нем проще, можно построить более сложную траекторию, да и к тому же он бесплатен. А еще есть более современный и сложный плагин Traveler. Он предлагает огромный спектр возможностей по работе с эффектом Доплера. Это настоящая находка для саунд-дизайнеров. Помимо гибких настроек, здесь есть еще и отличная библиотека звуков и пресетов. Оки-доки. А теперь вопрос. Можно ли сделать вуш из барабанной сбивки? Да. Я возьму плагин Litoad, который запоминает часть звука, зацикливает ее и подмешивает в исходный сигнал. Этот прием называется гранулярным синтезом. Так мы сможем сделать из барабанов шум. Далее добавим, например, Доплер и получим вот такой уникальный вуш. В целом, используя эти 7 способов, вы уже сможете сделать любой нужный вам вуш. Смешивайте приемы, экспериментируйте с эффектами. Но я могу лишь показать тебе дверь. А пройти через нее ты должен сам. Попробуйте, например, применить тремоло, и вы получите пульсирующий звук, которым можно озвучить вращающийся предмет. При желании можно получить очень необычные звуки, а с помощью приема лейеринг или наслаивания вы сможете преобразовать ваши звуки, добавив лучшее качество одного вуша к другому. Или можно полностью изменить характер звучания. Например, можно подмешать огонь, водяные всплески, звуки электричества или что-то эдакое. Не думай, что можешь. Знай. И в 8-й пункт я разместил инструменты, которые были созданы для того, чтобы делать вуши быстро и качественно. Например, вуш машин для сэмплера Kontakt. Он поможет получить как вуши, так и разные звуковые текстуры, дроны, райзеры и так далее. Тут есть встроенные эффекты, фильтры, множество пресетов, и он бесплатен. Еще есть инструмент вуш для платформы Reaktor, позволяющий создавать качественные вуши с помощью либо имеющихся слоев, либо с помощью добавления своих. В этом инструменте имеется встроенный эффект Доплера, дилей, тремоло, эквалайзер, а также крутое ручное управление звуком и множество других гибких настроек. И относительно недавно появился еще один инструмент Whoosh FX от компании UVI, который работает на платформах UVI Workstation и UVI Falcon. Это сверхгибкий современный инструмент, который поможет сделать вуш любой фактуры и назначения. Здесь очень много настроек, причем все интуитивно понятно. Вы можете собрать вуш из 3 слоев, каждому из которых можете выбрать звучание из предложенных преднастроек, нарисовать форму, добавить эффектов. Тонкая настройка длительности звучания и доплер тоже учтены. Whoosh FX поможет делать кинематографичные звуки очень быстро и заслуживает отдельного разговора. Эти инструменты сэкономят вам огромное количество времени и позволят получить действительно профессионально звучащие эффекты. И парочка общих советов и примечаний. Очень важно понимать, когда и как вуш лучше использовать. С помощью одного только вуша можно повлиять на общее настроение сцены. Да знаю, знаю. И не вставляйте их слишком часто, только на самое главное, если это не предусмотрено сценой.
тщательно следите за характером звука, который вы вставляете. Он должен помогать видео, а не тянуть все одеяло на себя. Лучший звуковой эффект — это тот, который не обратил на себя излишнего внимания и при этом помог картинке раскрыться. И что это значит? Это ничего не значит. Я надеюсь, в этом видео вы узнали что-то новое. И буду очень рад вашим предложениям, комментариям и вопросам. Если кто-то из вас знает еще какие-то способы по созданию вушей, пожалуйста, напишите. Впереди нас ждут новые полезные видео про звук. И если вас интересует какая-то конкретная тема, дайте мне знать. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите палец вверх. С вами был Руслан Гапиров, канал Nissus Bright Music. Всем сочных звуков. До связи. Я знаю. Вуш. Покажи.